Здравствуйте! Без сомнения, основной удар на себя по беженцам, в плане беженцев, приняла Германия. То есть их туда больше всего, они туда едут. А мы, как я и обещал, покажем вам сейчас две стороны. Выступление Пегиды. Пегиды, которые иногда называют их фашистами, иногда их называют крайне правыми, иногда их называют правыми, а иногда их называют просто скептически настроенными людьми. И с другой стороны левых. Я имею свое мнение, четкое мнение на этот счет, но я промолчу и даю вам возможность посмотреть самостоятельно. Следующее наше видео будет уже с собрания альтернативы для Германии. Тоже можете прочесть об этой политсиле. Приятного просмотра! Какой вы считаете политику канцлера Меркель по миграции? Очень амбивалентный. С одной стороны, считаю классным, что она в сентябре 15-го великодушно пустила людей в страну. Это было большим жестом для имиджа Германии, что по моему мнению, это хорошо воспринялось во всем мире. С другой стороны, сейчас у меня впечатление, что у нее нет смелости довести дело до конца. Законы, которые принимаются с ее согласия Министерством внутренних дел, делают интеграцию беженцев труднее. И это шаг назад. Должна ли Германия делать больше для беженцев? В Германии и тех странах, где война. Да, я считаю договор между ЕС и Турцией фейком. Он вообще не функционирует. Закрываются просто глаза, не желают видеть реальность. Воссоединение семей не функционирует. Люди ждут месяцами приема в немецком посольстве в Стамбуле, в Анкаре, к примеру. Это могло бы ускорить, если бы захотели. Но именно в этом и замечается, что не хотят. В целом, поэтому это разделение, понимаете, строят стену. Лучше всего с этим в Средиземноморье. Помогаете ли вы сами беженцам? Да, я ангажирована в Совете беженцев в городе Динслакен. Это лобби-организация, которая занимается и политическими делами, помогает отдельным людям. Есть много людей, которые принимают у себя беженцев. Есть ли у вас кто-то, вот кто живет конкретно у вас? Конкретно у нас живет один парень из Таджикистана, но он не беженец, он приехал как студент. И у него от нас заявление об обязательстве. Это когда гражданин Германии обязывается перед государством письменно, что все расходы проживания будет покрывать он. А столько места, чтобы я смогла принимать семью, у меня просто нет. Но мы очень ангажированы семьями по вопросам места в школе, учебы, работы. Alles, was drumherum ist, Krankenkasse, Arbeit, Job und so, Ausbildung. Какой вы считаете политику канцлера Меркель по миграции? Хороша она или плоха? Эта политика ужасна для беженцев. А для Германии? У меня левое понимание политики. По-моему, нельзя что-то судить обобщенно по Германии. Германия слишком разделена. В Германии маленькая группа живет в богатстве, в то время как большая часть живет в бедности. Eine kleine Gruppierung, die unglaublichen Reichtum angehäuft hat und einem großen Teil, der in Armut lebt. Даже если с виду не особо заметно, но все же. Политика миграции для беженцев ужасна. С самого начала было так. Von Anfang an gewesen, es war eine Mogelpackung, was Frau Merkel dort verkündet hat. Должна ли Германия делать больше для беженцев или хватит того, что она сделала? Я бы не сказал, что она должна делать больше. Она должна делать просто совсем по-другому. Немецкое правительство согласовало новую договоренность с Ливией, в котором та политика, которая была годами и которую левые критиковали, будут продолжаться дальше. Поэтому нужно делать совсем по-другому. Нужно вести такую политику, которая открывает границы по всей Европе. А это не делается. Делается все наоборот. Какой вы считаете политику канцлера Меркель по миграции? Политика канцлера по миграции на самом деле вообще не политика. Она закрывает просто и делает то, что другие ей скажут. Потому что она осмеливается как-то действовать сама. У нее была хорошая идея.
Она впустила людей. Но сейчас оппозиция внутри ее партии заставляют ее закрывать ей рот. Должна ли Германия делать больше? Конечно, в любом случае, конечно. Если не Германия, то кто? Мы же можем, или как? Что нужно было бы сделать? Ну, можно было бы больше людей пустить в страну и заниматься больше интеграцией. Я имею в виду, если Германия не богатая страна, тогда я не знаю, что вообще означает богатая страна. Поэтому нужно определенные деньги направлять, чтобы интеграция с самого начала получалась, а не так, чтобы сначала людей впустить в страну, оставить их жить где-то в каких-то домиках, где они еле-еле могут выживать, а потом прогонять. Это не политика, это антиполитика. Этим не добиться интеграции, а только враждебность. Должна ли Германия, вместо того, чтобы людей впускать сюда и помогать тут, делать там, на месте больше, где они живут? Если эти люди там этого хотят, да, но только в этом случае, только столько, сколько они хотят. Но если они в Германию или в Европу хотят, должна Европа открыть границы. Я за то, чтобы были, да, открытые границы. Мы уже достаточно эксплуатировали людей. Помогали ли вы сами беженцам? Да, я работаю в организации. А живут ли они у вас дома? У меня жил иранец, но он не был беженцем. Просто человеком, который нуждался в помощи. Только если, по закону не являлся беженцем. Какой вы считаете политику Меркель по миграции? Я считаю, что действуют силы на заднем плане. Германия – завоеванная страна. Мы тогда проиграли войну, соответственно, мы аннексированы США. Проблема в том, что на все смотрится исключительно с точки зрения чувств. Постоянно говорится, что мы должны помогать бедным, бла-бла-бла. Не вопрос, но никак не смотрится на это объективно. То есть, как мы это сделаем? Как урегулировать миграцию? Как мы будем проверять, чтобы приходили те, кто реально нуждаются в помощи? Об этих пунктах никто не заговаривает. И я скептически настроен к этому. Поэтому в целом я считаю политику миграции абсолютно дрянной. Должна ли Германия делать больше в странах, где идет война, вместо того, чтобы пускать людей сюда и помогать им здесь? И да, и нет. И то, и другое должна делать Германия. Я считаю, что любая личность, любая семья, которая нуждается в помощи, должна получать эту помощь. Любой сириец должен сразу же впускаться в страну, ради бога. Что касается помощи на месте, то нужно быть осторожными во внешней политике с исламскими странами, так как они не всегда рады, когда Запад вмешивается в их дела. Тем не менее, я считаю, что помогать на месте нужно, потому что это может устранить причину бегства. С другой стороны, я считаю, что мы должны воздержаться от разрушения демографических или финансовых структур этих стран, потому что именно это мы и делаем, потому что мы поддерживаем позиционную войну США, а это должно прекратиться. По поводу договоренности между ЕС и Турцией, как вы считаете, имеет ли эта договоренность вообще смысл? То есть люди, которые нелегально приплывают в Грецию, должны депортироваться в Турцию обратно. Вместо этого людям дают возможность легально на самолете прилететь в Германию. Смысл этой договоренности, в принципе, уже существует в нашей правовой системе. Любой человек имеет право на убежище. Проблема, конечно, в том, что люди идут через море, чтобы добраться именно к нам. Но, в принципе, логичнее, чтобы люди шли в соседние страны, которые ближе, не только географически, но и культурно, к примеру, Турция. Тут две причины, почему они этого не делают. Многие хотят прямо в Германию. Это и понятно. Германия финансово, ясное дело, в хорошем состоянии. Люди боятся, что их не примет Турция, или у них там будут трудности, что часто происходит. Как говорится, не хочу рассказывать бессмыслицу, я не информирован достаточно хорошо. Но Эрдоган просто не хочет, чтобы эти затраты были осуществлены именно Турцией. Это и понятно. Но как он это делает? Он постоянно грозит, что он отправит людей в Европу. Для него, и это хорошо заметно, что все это просто средство давления, всего лишь средство достижения цели. Он не видит там людей, это внушает опасения. Что я хочу вам под конец еще сказать, именно критичным людям. Я считаю,
считаю супер, что мы критичны. Критическая душа всегда здоровая душа. Я хочу, чтобы люди не давали оказывать на себя влияние или воздействовать на себя. Идите на такие мероприятия, как ваш коллега, который за камерой, что я считаю просто супер. Идите на мероприятия, слушайте просто, что люди говорят. Мы все нормальные люди, мы все хорошие люди. Мы не хотим никаких драк или еще чего-то. Мы хотим справедливости в этой стране. И любой, кто чувствует себя привязанным к этой идее, смотрите, информируйтесь, посмотрите на противоположную сторону, потому что не все то, что блестит, является золотом. Насилие не решение. Радикальность, неважно с какой стороны, должна быть запрещена. И в этом силе будь с нами, мир и согласие. Я хотел очень коротко еще сказать, что я македонец и стою все равно здесь, на мероприятии злых-призлых пегидо-нацистов. Такими плохими они не могут быть, люди. Боевики ИГИЛ, изготовители взрывчаток, которые еще в обучении. Добро пожаловать! Знаете ли вы, чем удобряются наши немецкие поля? Можете воздерживаться от немецкой свинины. Но когда вы идете в пекарню или покупаете хлеб, знайте, наши немецкие поля удобряются жидким навозом свиней. Антифа стоят на другой стороне в оцеплении. Антифа, сукины сыновья! Никогда, никогда, никогда больше Германия! Свободно, социально, национально. Сопротивление не может быть запрещено. Меркель должна уйти. Мы не хотим салафитских свиней. Криминальные иностранцы, на выход! Антифа, сукины сыновья! Пегида, фашистский сброд! Идите сюда, если вы немцы! Пегида поет немецкий гимн. Левые включают на другой стороне музыку громче.